Привет! Как и обещал, если вы накидаете много реакций на пост в канале в Телеграме, то я запишу стратегию, поделюсь ею. И вот я не просто ее написал, а я еще и расскажу в видеообзоре, как с ней работать и что нам нужно. Итак, поехали. Первое. Это инструменты, которые нам нужны в этой стратегии. Это BAS, Market Stat, Market Delta и Deep Density. С этими инструментами будем работать, и сейчас расскажу алгоритм действий. С чего начать, на что смотреть и вообще какие результаты можно с этого получить. Итак, первое, с помощью инструмента MarketStat и MarketDelta мы оцениваем ситуацию на рынке и определяем, подходит ли нам данная ситуация для применения этой торговой стратегии. Ниже будут скрины с моей торговли за 10 число. 10 декабря. Итак, на скрине с MarketStat мы видим, что на альтах, на продажах индексы ушли вниз, то есть появился дисбаланс, и при этом мы видим, что длительное время уже отсутствовали покупки. То есть это уже как бы сигнал на то, что мы можем этот дисбаланс использовать в свою сторону, можем его поторговать. Дальше на скрине с Market Delta мы видим, как индексы опустились ниже баланса. И вот если здесь присмотреться, синяя пунктирная линия уже закрывает немного, но индекс альты к битку уже начали движение вверх. Это тоже хороший сигнал. То есть индексы говорят нам о дисбалансе, то есть продавцы отклонили цену ниже, да, и мы это можем использовать. Итак, если нам ситуация эта подходит, а нам эта ситуация подходит для торговли в лонг, дальше мы берем бас и ищем в басе аномалии. Аномалии выглядят вот таким образом. Это когда в поисковике бас мы видим то, что биды аномально большие. То есть аномальность бидов. И мы это используем в своей торговле. Вот первый пример. Актив LTP. Мы видим аномальность заявок в стакане на покупку. Мы видим, как объемы по низам прошли хорошие, при этом цена в боковике. И как результат 11% цена сделала. Актив DGB. Здесь тоже интересно. Обратите внимание, актив рос локально, да, потом начался боковик. В это время BAS нам тоже показывает активность заявок на покупку в стакане. Вот здесь было увеличение продаж, видно по дельте, но цена быстро вернулась обратно. Это тоже все говорит о том, что здесь есть спрос. И он, кстати, хороший. Как результат, цена сделала 6% от момента входа. Даже вниз не ушла, да? То есть вообще идеально отработала. Дальше актив CVC или CVC. То же самое, но здесь меня смущал вот этот объем, и сверху цена кольнула быстро вверх, резко, да, и здесь появились объемы. То есть какое-то некое такое сопротивление, да, появилось цены лимитной, да. Здесь уже кто-то начал продавать. Но как только цена ушла вниз после этого укола, мы что видим в басе? Опять аномальный всплеск бидов. То есть лимитный спрос появляется, как только цена уходит вниз. И как результат 55%. Ну, этот актив я уже показывал в канале, поэтому с этим вы уже немного знакомы. Дальше пример применения инструмента Deep Density. Что нам показывает? Это стакан, который мы можем использовать, чтобы определить, где же находятся эти лимитные заявки. И вот на примере мана. Хороший, красивый пример. Длительный боковик на продажах, цена не уходит вниз, но как только цена подходит к нижним границам боковика, мы видим всплески бидов. Раз, два и три. И на третьем цена опустилась вниз, начался какой-то боковик, и мы видим, как биды начали расти, аски начали снижаться. Переходим в стакан и смотрим, что вот здесь есть некая лимитная плотность на покупку по цене
0,39,5, 0,39,3. Ну вот логичнее оставить нам там свои лимиты на покупку, и чтобы не заходить с текущих, да, подождать и открыть хорошую сделку. Вот результат. Момент нахождения, да, добавления в заявки. И потом цена кольнула вниз. Да, здесь она чуть-чуть не дошла до отметки 39,5, но сам факт, что мы это можем использовать. И потом цена дала 2%. Активы ELV, хороший актив с применением DD. Аномальность баз вот такая, видно, да, всплеск бидов. Цена после роста перешла в боковик, и биды сразу подскочили. Вот даже видно 18.00, продажи, цена ушла вниз, биды подскочили. Наличие лимитного спроса. Нам это интересен актив. Значит, мы с ним работаем. Переходим в DD. Что у нас DD? Вот заявка аномальная. 46.18, 45.92. Значит, вот здесь ставим лимиты на покупку. Как результат, вот момент обнаружения актива, да, с аномальными бидами. Цена ушла вниз ровно до 46, и вот здесь получился вход идеальный, прям филигранный. И цена сделала 16%. Дальше приведу несколько примеров уже с идей, которые я опубликовал публично. Более детально можно ознакомиться, перейдя по ссылочкам. Они все есть в канале. Перед этим я вам рассказывал тестовую версию, да, то, что я сам разбирался с этой торговлей, с этой стратегией. Ну и потом уже я начал им этой стратегией делиться публично. Итак, несколько примеров. Алгоритм действий тот же. Работаем по тому же примеру, как и в первом варианте. Для начала определяем ситуацию на рынке. Вот у нас есть скрины. Видим, как индексы отклонились, дисбаланс на рынке. Продавцы отклонили индексы. На альтах еще более красиво это все выглядит. Аномальные продажи, индексы внизу, отсутствие покупок. И на индексах Market Delta то же самое. Индексы внизу, но уже начинают понемногу выходить вверх, направленные вверх. Ситуация подходит для того, чтобы торговать в лонг альты. И ниже несколько скринов с примерами. Актив Маск. Начались продажи, в это время баз показывает увеличение бид в стакане. Цена пошла в боковике, биды все равно преобладают. Как результат, плюс 7%, даже почти 8%. Линк. Здесь уже пример будет с DD. После продаж цена локально пошла вверх, и опять начались продажи, цена кольнула вниз. И что происходит в стакане? Биды в это время начинают увеличиваться, а аски падают. Интересно? Интересно. Аномально? Аномально. Используем. Переходим в DD, смотрим, вот, плотности стоят лимитные, смотрите какие. Много заявок на покупку. Аномальная вот 6.49. Ну, можно набирать позицию 6.55, да, например, и ниже. Результат. Цена дошла куда? До 6. Ну, 43 не дошла. Ну, 46, может, вот там где-то была цена. То есть вот здесь был хороший вход. То же самое, что показал нам DD. Вот даже я в заметке делал, писал DD 6.55, 6.43. Вот оно здесь и получилось. Цена кольнула вниз и потом сделала больше 7%. Вот линк именно я вот здесь и набирал позицию. Актив ENS. Аномальность бидов. При этом цена ушла вниз и начался боковик. Опять видим, после локального роста в боковике цена ушла вниз. Подскочили биды опять. Продажи уменьшаются. DD нам говорит, что есть лимитные заявки на 12.81, 12.74. И как результат цена кольнула в эту зону 12.80. То есть вот здесь бы закрылся лимит, и цена ушла вверх, ваш лимит. На примерах все. Сейчас расскажу немного о том, как работать с баз. Первое. Открываете баз.
выбираете ту группу активов, которые вам интересны. В данном случае это альты, стейблы. То есть, если вы выберете группу, то есть вам уже будет меньше активов, нужно будет перебрать, пересмотреть. То есть поисковик уже будет выбирать только вот эту группу альты к стейблам. Но вы также можете торговать альты к битку или биток стейблом. Это уже на ваше усмотрение. Также вот здесь у NetTicker вы можете поставить слэш и прописать тот стейбл, которым вы торгуете. Если вы торгуете USDT, напишите слэш USDT, и поисковик уже подкинет вам все торговые пары с этим стейблом. Или же BUSD. Напишите BUSD, и сразу будут все пары к BUSD. Это первый шаг. Второй шаг. В пункте разница bid-ask 100. То здесь вы прописываете диапазон, в котором нам интересно искать аномалии. То есть в данном случае это поисковик будет искать аномалии, если bid превышает ask от 50 заявок до 90 в данном случае. То есть поисковик нам покажет все активы, на которых bid будет превышать ask в диапазоне 100 пунктов на 50 заявок и выше, до 90. В идеале вот этот верхний порог можно не писать, чтобы не ограничивать поисковик. То есть, возможно, там будет где-то и больше аномалий, чем 90, да. И потом поисковик вам выдает результат, и вы просто просматриваете все активы и ищете вот что-то подобное, что я показал вверху, чтобы был лимитный спрос. И на этом все. Стратегия эта несложная, она простая, просто нужно натренировать глаз, нужно понять, что нам нужно искать. Также вы можете немножко ее подкорректировать под ваш стиль торговли, подстроить, настроить все настройки на всех инструментах так, как вам хочется, и спокойно ее применять. Для начала проведите бэктест, несколько активов найдите, просто добавьте заметки, понаблюдайте, что делает цена, а потом уже начинайте понемногу торговать на реальные деньги. Чтобы вам было проще это все освоить, пользуйтесь моим промокодом 482, он даст вам скидку 10% на все инструменты. Подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки. Если есть вопросы, задавайте в чате, я с радостью отвечу и пообщаюсь с вами. Всем профита!